Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Для кого вы целый мир? Такое романтичное название. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ах, как хочется любви! Ой, какой вы любвеобильный товарищ! Какой вы любитель интима и страстей! Напишите, ребят, есть такой момент? Большой любитель. Причем вы любите, знаете, и сам процесс любви, состояние любви. Вы любите вот даже... Когда у вас есть отношения, вы любите активных женщин. Это касается интима и вообще вот по жизни вам больше нравятся вот такие женщины с зажигалки, заводилы, активные. Ну, никак не пассивные однозначно. Женщина-бревно абсолютно вам не подходит. Вы такой вот, в принципе, вы романтичный товарищ. Вам очень хочется любви, вы много чего умеете в любви. Вот вы и хороший как любовник, вы... И как партнер, вот я имею в виду, вот в любовных, в семейных отношениях, вы очень такой, вы и заботливый, вы и нежный, и такой вот, знаете, я бы сказала, вот скорее вы будете порядочный. Я не вижу, что вы склонны к измене, нет. Несмотря на то, что вы вот любите как бы интим и все эти шуры-муры, да, но как-то вот то ли вас так воспитали, вот ваше мировоззрение такое, что вот вы если с одной, я имею в виду с любимой женщиной, то другие вам просто не нужны. Когда мужчина начинает изменять, значит у него уже, ну как бы проблемы начинаются с любимой женщиной. Вопрос уже, а любимая ли она? Но опять же, мы сейчас не об этом. То есть вы такой больше романтичный, вы человек, который живет эмоциями, чувствами. Вот есть, допустим, люди, которые больше логикой, рассудком, да, вот по жизни пользуются, так сказать. Вы же вот все как-то по душе, по сердцу, вы все делаете от души. Так, что у вас происходит в жизни? Еще коротко посмотрим. Вы настолько нацелены вот на позитив, настолько вам хочется, чтобы в вашу жизнь наконец-то пришла вот светлая полоса. Почему? Из-за чего? Из-за чего? Потому что, смотрите, какой-то период, конечно, какой-то период вы были абсолютно, да, без женщин. Может быть, даже и сейчас у кого-то проигрывается, вот даже без интима, я имею в виду. Несмотря на то, что вы довольно любвеобильный человек, вот у вас не было, ну, я думаю, даже продолжительный период вообще ни женщины, ни интима, никаких отношений, потому что у вас, во-первых, были проблемы с вашей, ну, я так смотрю, это скорее бывшая проигрывается, какие-то баталии, разрывы, разводы. Поэтому состояние было абсолютно не романтичное, пока вот это все дележка, вся эта кутерьма у вас происходила. Но вы уже выкарабкиваетесь из вот этого негатива, который был еще совсем недавно в вашей жизни. Вы настолько вот нацелены на светлое будущее, вам так хочется наконец-то встретить новую женщину, да? Настолько... Вот даже я бы сказала, что вы нацелены и на новую семью, и даже по возможности на детей. Понятно, что меня смотрят разные возрастные категории, но вот и те из вас, кто могут себе финансово позволить, да, по возрасту, ну, я бы сказала однозначно, вы были бы не против ребенка с новой, с любимой женщиной. Причем в вашу жизнь придет женщина. Давайте посмотрим, что это за женщина. Так, для кого же вы целый мир? Что это за женщина? Так, давайте уточним, знаете вы ее или же нет. Это, знаете, знакомая незнакомка, я бы назвала ее так. Эта женщина где-то, вот она влюблена в вас, причем давно.
Она находится где-то поблизости вас, в вашем окружении. Я не говорю, что это прям самый близкий круг, скорее нет. Эта женщина давно мечтает о том, чтобы вы были с ней вместе. Это брюнетка, она моложе вас, такая стройного телосложения. Женщина абсолютно нацеленная именно на серьезные отношения, даже на семью. Ей абсолютно не интересуют вот эти короткие романы. Она давно в вас тайно влюблена. Причем влюблена очень и очень крепко. Она хорошо стоит на ногах. Она, в общем-то, довольно неплохо зарабатывает. Причем еще, знаете, проигрывается, что вы можете... Ну, иногда вот как-то общаться, но это общение незнакомых людей. Ну, знаете, к примеру, вот когда люди живут в одном доме там, да, и здороваются, вот вы просто в лицо друг друга знаете, вот как-то вы пересекались. Вот пересекались, то есть такого вот общения не было. Ну вот почему я говорю знакомая незнакомка. Вы вроде бы и знакомы, но так вот общения такого прям не было, как у знакомых людей. Где же вы пересекались? Как же вы пересекались? Интересно. Но ее вы однозначно вот как-то не замечали особо. Ну так, видели, может быть, лицо знакомое. Здрасте, до свидания. Все такое. Так. Может еще проигрываться, кстати, что она как-то связана либо же с врачеванием. Может еще быть, что она либо врачом, медсестрой работает. То есть, смотрите, дама давно, еще раз говорю, дама давно в вас влюблена. Она очень хочет с вами отношений. Причем отношений довольно серьезных. Вы же, смотрите, вы ее хоть и давно как бы вот пересекаетесь, да, но вот почему-то мне идет ассоциация, что она где-то рядом живет. Может быть, в одном доме, в одном подъезде, я не знаю, там на одной улице, ну как-то вот так вот. Но она влюблена, вот именно как мужчина. Это может быть и внешность, и какая-то, я не знаю, там, возможно, фигура. Плюс еще такое проигрывается, что у вас есть общие знакомые, которые вас как бы, ну, расхвалили ей. Расхвалили, и она даже по рассказам, вот, да, вот еще больше вами заинтересовалась. Она такая, вот, знаете, ну, не наглая абсолютно. Она в своей жизни тоже и развод пережила, у нее тоже кардинальные перемены в жизни были, очень непростые перемены у нее были. Ну, то есть жизнь такая, не позавидуешь, у нее была, но она выкарабкалась. Она, смотрите, она не проявляется, потому что она еще побаивается. У нее свои вот женские тараканы, вот эти страхи, комплексы есть. Она как-то, знаете, вот тайно любит, тайно страдает по вас, но ничего не делает. Почему? Почему? Что ты боишься? Она боится, что вы ее в штыки воспримете, как-то не так поймете, да, вот она, ну, скорее, она такая, ну, скромная женщина. Вот я не могу сказать, что она наглая. Знаете, вот есть такие категории женщин, которые в наглую, да, даже с женатым, там, какой угодно, ей по барабану, она познакомится, в гости пригласит, там, да, и все сама сделает, главное не сопротивляться. Это нет. Это женщина, которая много чего пережила в своей жизни, она побаивается. Плюс, я же говорю, вот у нее комплексы, страхи еще остались вот осадком, да, не только ведь у мужчин страхи остаются и комплексы, но у женщин тоже после таких непростых периодов. Ну, смотрите, довольно неплохая перспектива вот падает с ней. Давайте-ка посмотрим, вот все-таки будет она как-то проявляться, либо же нет. Что же произойдет между вами? Вот такая вот у вас знакомая незнакомка, тайная поклонница. Она, знаете, она будет какой-то период думать, что ей делать. Вот она почему-то очень сильно переживает. Она очень боится отвержения, что вы ее отвергнете. Вот она не проявляется. Но вот будет, смотрите, какой-то разговор. Вот будет разговор.
который может вас сблизить. Вот у вас даже по дьяволу у вас падает, но это будет, опять же, не в ближайшее время. У вас будет какой-то разговор, после которого, да, вы начнете потихонечку вот такое вот сближение, которое сначала в интим перейдет, а потом вы потихоньку переведете это в новые отношения. Но это будет очень и очень постепенно. Это не будут стремительные такие развития отношений. Это, знаете, вот когда два израненных человека с израненной душой сходятся, у вас свои комплексы, страхи, у нее свои комплексы, страхи, и вы так будете какой-то период еще присматриваться друг к другу. Причем я вам скажу, вот я даже не могу сказать, что прямо именно это она проявится к вам, вот какой-то шаг сделает. Это как-то вот опять же оно будет обоюдно, как бы невзначай. Знаете, как бывает, вот поздоровался, да, а потом слово за слово как-то зацепились, разговорились и понеслось. То есть опять же начнется все с такого вот, ну, романа, такого, ну, ни к чему не обязывающему, с вашей стороны, по крайней мере. Она-то, да, она-то влюблена в вас. Поэтому, ребят, довольно такая запутанная, непростая история. Но дама очень и очень страдает, да, вот почему-то она себе, вот любовь однозначно может у вас не быть, вот если вы все так разовьете, да, но это будет, еще раз говорю, очень и очень постепенно. Настолько вот она как-то, вот она то ли ранимая такая, впечатлительная, вот она вроде бы у вас еще и нет отношений, но вот знаете, бывает женщины вот влюбится, вот очень часто мы влюбляемся в образ. Вот она толком, по сути, вас не знает, да, ну, внешность там, ну, может, там пересеклись, два слова перебросились, ну, расхвалили вас знакомые, но по факту-то она вас особо не знает. Но очень часто мы влюбляемся в образ. Вот мы придумываем, наделяем какими-то качествами человека. Кстати, очень часто, вот, ребят, кто переписывается по интернету, вот эти вот все сайты знакомств, там соцсети, довольно часто в таких случаях люди влюбляются как раз в образ. Вот когда вы еще не встретились, да, вы фотографию видели, но это немножко не то. Вы мысленно наделяете человека, с которым вы общаетесь, вы наделяете какими-то качествами, вы приукрашиваете, да, вы вот именно нафантазируете, да, а потом с ума сходите. Вот такая женщина. И очень часто после этого получается, что когда люди в жизни встречаются, то постигает сильнейшее разочарование. Потому что вы нафантазировали там, я не знаю, супер-пупер королеву, а пришла совершенно простенькая Маруся из села какого-то, да, из деревни. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. То есть, пока вот вы, я сейчас вот немного такое отступление, да, вот немного в тему оно, по поводу влюбленности в образ. Я знаю, да, вот по вашим комментариям, что некоторые из вас общаются в интернете с женщинами, то я бы вот вам рекомендовала, пока вы в реале, в жизни, так сказать, не встретитесь, ну, как-то слишком в сердце, в душу не пускайте человека, чтобы не было просто разочарований. Нужно вообще стараться как можно быстрее перевести это все в реальность. Потому что можно годами переписываться. Это дорога в никуда. Это просто окажется пустая трата времени. А так, там, денек-другой, ну, неделю хорошо, переписывались, пообщались. Да даже если другой город. Ну, как-то состыковаться, может быть, съездить, либо она приедет. Но, по крайней мере, вы не будете терять время. Поэтому, ребят, вот такая довольно интересная, запутанная история вас ждет. Женщина, которая у вас под боком и сходит с ума по вам, да, которая в то же время не решается с вами как-то вот первой выйти на контакт, проявить себя, да, но все же вот так сложится ваша судьба, что вы все-таки пересечетесь, и это будет очень и очень так невзначай общение, которое перейдет в большую любовь. Вот как-то так.
Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!